Куда ни кинься в криптовалютный рынок, везде минуса, везде огромные потери. Так вот, давайте разберемся, ведь эйфория закончилась, эйфория действительно пропала. У нас, у нашей команды, у наших подписчиков эйфории в целом и не было, но я уверен, наверняка есть большое количество людей, которые просто хватаются буквально за голову, когда речь идет про их криптоинвестиции. Холодный душ, в общем-то, назовем это так. Почему рынок падает именно тогда, когда все ожидают to the moon? Один главный вопрос. Вот он всегда преследует всех участников рынка. Но вы забываете тот факт, что рынок работает с ликвидностью. И когда толпа заходит на всю котлету, использует огромные кредитные плечи, крупный игрок только радуется, только потирает руки, ведь ему есть об кого зафиксироваться, кому продать свои позиции, об кого, простыми словами, закрыться. Вот представим, что вы живете в городе, в провинции, наверняка во всем СНГ есть подобного рода истории. Рынок, базар. Собственно, вот куда вы приходите для того, чтобы купить овощи, огурцы или помидоры. Нужно же, чтобы кто-то хотел вам продать данные овощи для того, чтобы вы купили. Ну вот, собственно, подобного рода аналогия. Вот так вот мы и спекулируем на криптовалютном рынке. И для того, чтобы крупный игрок, тот, кто владеет, собственно, большим количеством активов на крипторынке, чтобы он продал эти активы, необходимо, чтобы кто-то захотел их купить. Необходимо, чтобы кто-то пришел на базар, на рынок. И вот этими покупателями и являются все, кто взаимодействует с рынком. Розница. Все те, кто не является крупным игроком. И я, и вы, все наши зрители, ну и, в общем-то, все, кто обладают капиталом менее 50 миллионов долларов, на мой взгляд, является розницей. Само по себе падение на криптовалютном рынке — это не ошибка, это просто механика разгрузки. Это просто самая стандартная механика. Все приводите к аналогии с реальным бизнесом, с реальной жизнью. Но ведь правда, поймите и вдумайтесь в один единый факт. Смерть криптовалютного рынка — это в моменте кажется очень больно, но по факту это закономерность обычного механизма. Обычный механизм, где крупный игрок купил тогда, когда никому не было интереса до криптовалютного рынка. Собственно, там он выкупил задешево. По 100 тысяч за биткоин, по 120, по 115. Он распродал вам все, потому что, собственно, на росте покупать, намного более спокойно психологически. Поэтому люди и идут, собственно, тогда, когда людям хочется купить. На росте хочется покупать. Такова психология. Так работает психология. Вот этот вот механизм, он бесконечный, он будет повторяться всегда. Я 7 лет на рынке, ничего не меняется. Вот как было 7 лет назад, так, собственно, и осталось. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алексей, вы на канале Profit One. Долгое время я работал на криптовалютных биржах, знаю всю эту историю изнутри буквально как работает все в криптовалютном мире, включая махинации, ну и, конечно же, неправомерные, неправильные, мошеннические действия со стороны криптовалютных бирж. Сейчас у нас много проектов на YouTube, везде мы рассказываем про криптовалюту. Profit One — один из данных проектов, наш первый проект, наша гордость. Обязательно подписывайтесь на канал. Здесь мы рассказываем правду про криптовалютный рынок. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка будет находиться в закрепленном сообщении в комментариях. Самое нужное, все самое важное. Без рекламы, ни единой рекламы, никакой воды. Вот только строго и по делу. Все то, что, собственно, с годами мы наработали. И каждый раз мы улучшаем свои знания, потому что 7 лет не панацея, и мы тоже точно так же постоянно учимся и постоянно модернизируем наши знания, как и все вы. Обязательно подписывайтесь, там максимально интересно. Плюс ко всему вы можете узнать про скидки, акции, бонусы, все про наши продукты, ну и, собственно, про взаимодействие с нашей командой. Что делать, если портфель просел на 50? Да ладно, давайте возьмем больше. 70, 80, 90% от тех денег, которые вы вложили. Ну вот представьте, а возможно и представлять не надо. Вы вложили 100 тысяч долларов, осталось 10, 5, 7 тысяч долларов. Ну, в этом мало приятного, правда? И главная ошибка — это замереть и просто-напросто ждать какого-то чуда. Ведь вы точно так же замерли, когда он показывал минус 20, минус 30% в ожидании, что рынок вернется к точке без убытка и пойдет дальше. Но за минус 20 последовало минус 40. Минус 40, минус 60, минус 60, минус 80. И так и дошло до минус 90-95% от ваших инвестиций в криптовалюту. И самое простое — это просто замереть и ждать чуда. Еще более плохая история — это просто сказать: да все это скам, все это не работает. И какой я был дурак вообще, что я повелся на эту историю, попался и, собственно, вложил свои кровные деньги, которые зарабатывал полжизни. Это абсолютно банальная, стандартная история. У нас огромное количество клиентов с такими и с еще, собственно, более
ужасающими историями их взаимодействия с криптовалютным рынком. Просто жесть, в общем, иногда бывают истории. Конечно же, очень просто сказать, что все это скам и просто перечеркнуть данную главу жизни. Намного более сложнее, признать ошибки, перестать усреднять постоянно, докупать мусорные активы. Третий шаг — пересмотреть полностью свою торговую систему, свои инструменты, которыми вы обладаете. Подумать, на основании чего вы входили. На основании какого-то очередного балабола на YouTube, который сказал вам: «За этим будущее, срочно залетайте», и написал заголовок на названии YouTube, что вы станете сказочно богатыми. Но неужели на основании этого можно входить в рынок? Неужели вы серьезные люди? А я уверен, вы серьезные люди. Почему, когда речь касается криптовалютного сектора, вы смотрите на это подобного рода призмой? Но это же абсолютно неправильно. Посмотрите на реальные точки разворота. Не просто, когда вы хотите или у вас есть надежда, что рынок развернется. Нет, когда это всегда отрабатывает. В качестве примера мы покажем наши продукты. То, с чем работаем мы. Биткоин, 2018 год. Покупка идеальное касание. Полетели. В 2021 году биткоин уже стоил 61 тысячу, хотя до этого стоил всего лишь $3000. Представляете? Точно так же и последний цикл. 18-19 стоил биткоин, 17 500. Покупки от зеленой зоны. Идеальный инструмент. После этого биткоин больше 100 тысяч, $120 тысяч за одну монету. Рассматриваем биткоин, хотя работает абсолютно на всех активах. Чтобы не затрагивать много времени, рассматриваем только биткоин как самый основной ликвидный актив и не идем в щитки, хотя они тоже работают. В качестве примера все помнят, мы очень гордимся историей, когда мы предсказали разворот на самом пике по биткоину. $122 тысячи за одну монету. Многие кричали: «To the moon, биткоин обновляет свои максимумы, срочно покупайте на всю котлету». И ведь люди покупали, что самое интересное. Думаете, не покупали? Нет, покупали. Я знаю кейсы, истории, когда люди покупали на $10 миллионов биткоин по 120 тысяч, представляете? Ну что в этом было умного? Давайте посмотрим прямо. Ведь на канале вышли, очень непросто было это сказать в противовес большинству. Но, тем не менее, мы сказали в этом ролике, что биткоин будет падать, и начинается падающий рынок на ближайший год-полтора. Забудьте про любые покупки. Что мы видим после этого? Мы видим, что биткоин торгуется в районе 60-70 тысяч и будет еще ниже. Я более чем уверен, но уверен не на основании какого-то блогера на YouTube или же в Телеграме. Все псевдоэксперты, мы все это знаем. Давайте смотреть на факты. Уверен на основании продуктов, на основании алгоритмов, которые ни разу не ошибались. Если вы хотите получить их, пообщаться с нами голосом, абсолютно бесплатно, 1,5 часа времени мы уделим, 1,5-2 часа, как правило, и после этого вы буквально измените полностью понимание вашего рынка. Приходите, записывайтесь на бесплатную встречу, напишите в Telegram слово «консультация». Ссылка на Telegram будет находиться в описании к данному видео. Собственно, поработаем с вами. Обещаю, будет очень круто. Другой вопрос. Как понять, когда дно криптовалютного рынка уже близко? Ведь то самое дно наступает не только когда всем страшно. Всем и так страшно. На любом падении рынка все будоражатся и начинают... начинается состояние нервоза, адреналина у всех. Нет, не тогда, когда страшно. Дно рынка становится тогда, когда всем уже все равно, в общем-то, на инвестиции. Когда самые последние оптимисты криптовалютного рынка продают в минус. Когда просто все равно, будь что будет, продам не для того, чтобы что-то осталось хотя бы, а потому что просто уже, просто плевать уже, что с ним будет. Больше никогда не зайду в криптовалютный рынок. Как только самый последний оптимист так подумает, именно тогда мы коснемся зеленой зоны здесь, и здесь, и именно тогда мы развернемся. Тогда, когда самый последний оптимист скажет, что плевать я хотел на эту крипту, хотя 5 лет, 7 лет, 10 лет. Это все время люди думали, что крипта — это будущее. Необходимо зафиксируем с вами тот факт. Самый последний оптимист скажет: плевать я хотел на эту крипту и на этот рынок. Тогда рынок развернется. Абсолютно другая история. История ликвидации. Все любят поторговать с плечом, все любят эти нервы. У нас есть огромное количество партнеров, людей, которые обладают хорошими на самом-то деле деньгами, но они всегда лезут в эти плечи. Им надо адреналин, им надо эмоции, им надо постоянная проверка своего баланса. Знаете, как в казино, по аналогии с казино. Что там происходит с моей позицией? Ага, минус $5000. Ну ничего, еще подержу. Ага, минус $15 000. Ну, хорошо.
терпимо. Раз рынок разворачивается просто на рандоме, просто в случайный момент времени, и после этого позиция там дает плюс $2000. Ага, закрою, вот у меня есть $2000. И эти деньги ничего для человека не решат на самом-то деле. 2000 для них не деньги. Но они испытали вот этот вот адреналин, вот эту вот историю взаимодействия с фьючерсами, с левериджем, с кредитным плечом. Удовлетворили, знаете, свой вот этот вот внутренний дофамин. Получили, и после этого как будто бы поиграли в казино. Не надо даже выходить из дома, чтобы поднять себе нервы и давление. Использование вот этого левериджа в самые волатильные периоды, а капита, как правило, у нас отличается накоплением, распределением. Накоплением, распределением. То есть иногда нету волатильности, а иногда волатильность просто бешеная на самом-то деле. Огромное движение на рынке. Так вот, именно в моменты вот этой вот огромной волатильности и приходит людям этот дофамин, и именно тогда они и теряют деньги. Понимаете? Потому что минус 15 изначальных может превратиться в минус 150, и тогда бесконечно будешь заливать деньги на маржу, для того, чтобы удержать позицию, потому что минус 150 закрыть уже, крайне сложно. Сложно психологически в первую очередь. А все начиналось с банальной игры в казино, где там плюс-минус 5 прыгает, здорово, там что-то болтается. Классно, иногда проверяю за перерывом на кофе. Вот с этого начиналось, а заканчивается, доходит до минус $1 000 000. Деньги делаются на споте, с минимальным риском. Можно сказать, без риска, если вы используете правильные инструменты. Эфириум посмотрим. Тут, да везде вообще за все время с 2017 года ни единой ошибки. Вот здесь вот делаются деньги. Без риска, без казиношной какой-то истории, без какого-либо дофамина, а просто купил на споте, подождал пару лет именно от нужной зоны и зафиксировал 500-700% в долларах. Это минимум, собственно, 500-700%. И после этого, было $100 000, стало $700 000. Вот так вот делаются деньги. Во фьючерсах деньги не сделаешь никогда на дистанции. Покажите, пожалуйста, мне, да или спросите, собственно, у того, кто вам пытается продать историю с фьючерсами, покажи статистику за год, и я уверен, вам откажут. Потому что на дистанции даже 1 год, да возьмем даже меньше, полгода. На дистанции квартала еще плюс-минус может быть плюс, но на дистанции полгода покажите стабильный плюс, я уверен, таких людей будет крайне мало. Они есть, но их крайне мало. Научитесь не терять, и тогда вы начнете зарабатывать. Инвестируйте в долгую, инвестируйте от правильных зон, которые никогда не ошибаются. Вот у нас есть пример с токеном XRP. XRP штука такая, которая долгое время стояла. Очень много забирала эмоций у людей. Все 2 года стояла на месте. Так называемый был накопление, флэт. А потом распределение полетело. И где надо было набирать перед этим распределением? Да вот здесь, вот в зоне зеленые зоны, собственно, и все. А когда необходимо было продавать? В зоне красной зоны. Дошло по 3,60 и полетело вниз. И скоро увидим по $1 и ниже. За токен XRP самый-самый пик, не центом выше. И только так, и никак иначе. И без инструментов, без четкого понимания вы просто-напросто всегда будете думать, что криптовалюта — это скам. Все. Крипторынок — это не для меня. На самом деле крипторынок — это для вас. Но для вас только тогда, когда вы относитесь к этому с умом, не играете в казино и относитесь с четким пониманием, что есть кровные деньги, есть кредитные деньги, есть деньги одолженные, есть деньги под бизнес, неважно. Есть большая сумма, мне к ней надо сделать 500, 700, да даже 300% в долларах, и к 100 тысячам 300% будет 400 тысяч на выходе. Есть 10 тысяч, не проблема. С 10 сделайте 30 или 40 при помощи инструментов и ощутите эту историю. Вот так вот делаются деньги. С фьючерсами, с эмоциями, с дофамином, с постоянно прыгающей вот этой вот историей проверки, забиранием нервов, сил и, что самое главное, жизненной энергии, вы никогда не сделаете деньги на дистанции годов, на временном промежутке, который будет испытывать вас на ту самую прочность, потому что рынок очень любит проверять вас на прочность. До скорых встреч, дорогие друзья, на канале Profit One. Надеюсь, такой сеанс психологии был вам полезный. Очень многие клиенты нам говорят, что, чувак, почему мы не думали раньше об этом? Почему я не видел это раньше? У вас есть прекрасная возможность увидеть это сейчас и в будущем не думать, почему я не посмотрел это раньше. Надеюсь, помог вам. Будем ждать вас на бесплатной онлайн-встрече. Ну и, конечно же, не поддавайтесь всей этой истории, всему вот этому цирку, который сделали маркетмейкеры и биржи из криптовалютного рынка. Работайте максимально правильно.